Привет, ютуберы. Значит, попросили меня показать, как я складываю костер пирамида. Ну, он у меня не совсем такой, как пирамида, конечно. Ну, у каждого свои. Потому что сейчас, во-первых, в корректив вносит осень, дрова сырые. Поэтому я и сделал это поддувало, чтобы лучше раздувалось. Ну, в принципе, я приступлю к изготовлению. Вот, а вы уже смотрите. Просто буду показывать и объяснять, как я делаю свой костер пирамида. В чистом виде он здесь уже не получится, потому что у меня вырыта ямка, ну, поддувало, так сказать, земляное, да. Вот. А в чистой пирамиде там, значит, должен идти снизу полный ряд. Вот эти у меня, значит, расскажу про дрова свои. Здесь у меня более сырые, вот то, что я с земли поднял и порубил. Здесь более сухие, на куче лежали, ну, верхние ветки. Вот. Здесь стружку сделал. Вот. Это то, что остатки от стружки. Здесь щепу наделал. Но это для розжига, потому что дрова все равно влажные, сырые, чтобы лучше разжигалось. Вот. Первый ряд у меня будет идти вот так вот. Из сырых буду делать. Ну, возьму по 2 головешки, потолще. По сути дела, он будет похож на костер колодец. Так, как взять? Более мокрое будет. Почему я кладу вниз более влажные, чтобы они меня, чтобы у меня поддувало мое, чтобы вот это основание, оно у меня как можно дольше сохранялось, чтобы снизу тяга была, сохранялась. Дальше пойдут, ну тоже помокрее буду брать. Вот это вот совсем уж мокрое. Так. Ну, размеры костра смотрите сами, кому чего надо, сколько людей. Вот такой костер, который я сейчас делаю, это где-то, ну, я думаю, всякое человека на 4 пойдет. Потом сюда, потом еще сюда. Ну, ладно. Немножко дровишек мне что-то не хватает. Ну ладно, посмотрим. Так вот, хватит, я думаю. Мне большой костер-то и не нужен. Вот так вот будет. Ну, какая коряга. Вот так вот сделаем. Подвинем. О. Теперь более сухие пойдут. Ну, уж какие есть. Все корявые такие. Да. Дровишка, конечно. И еще пирамида, она идет вверх, она сужается. То есть настоящая пирамида. И здесь она начинает поджигать сверху, она должна гореть вниз. Но я слишком высокую делать не буду. Мне как бы большая пирамида-то и не нужна. Ну, в принципе, все. Теперь будем шалаш сверху. Сверху буду делать шалаш. Дровишки меня, конечно, шепчут. Ладно, это пойдет на подпитку. Вот такой вот он корявенький у меня получается. Корявенькая пирамида получается. Но это какие ветки есть. Такие есть. Как говорится, из песни слова не выкинешь. Вот. Так, теперь, ну, в принципе, теперь будем лепить шалаш. Так, возьмем вот эти вот сначала сюда положим стружку мою. Я думаю, должно пойти. Эти я тоже кину на растопочку. Пойдут. Это из тех, которые я стружку делал. Так, возьмем лучше щепки поменьше.
В принципе, мне хватит яичницу пожарить, да чай вскипятить. Этого костра хватит за глаза и за уши. Главное, чтобы у меня там места на карте памяти хватило. Меня это сейчас больше волнует. Микс. Но эти пойдут уже как дополнение. Можно и сейчас поставить, в принципе. Пусть просохнут. Ветра нет, поэтому готовлю. Костер делаю на открытой местности, не в траншее. Ну, в принципе, все. Тут уже пирамиды как таковой уже и не видно даже. Но это не важно. Важно, чтобы он загорелся. Вот. Второго дубля, как говорится, не будет. Так, ну ладно, хватит. Приступаем к розжигу. Ну вот, по времени просто реально посмотреть. Но это еще без подготовки дров. У меня на подготовку ушло где-то, ну, час, наверное, пока там все эти ветки собрал, пока отобрал сухие, пока их перебрал. Вот. Хочется, чтобы все-таки получилось. Вот. Чтобы не смеялись надо мной. Так, спички. Кстати, спички те самые, которые я пропитывал лаком сапон. По одной спичке зажигать не буду, беру по две, так как современные спички оставляют желать лучшего. Без всякого бензина. Так, ветер с той стороны дует, надо перекрыть. У меня есть разжига там из этой самой, из резины. Но мне охота разжечь через стружку сегодня. Не все халявничать. Давай, 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 давай. Середина разжечь это халява. Со всякими там разжигами. Здесь чуток посложнее. Почему с этой стороны раздувают? Потому что у меня ветер дует, разжигаю, потому что у меня ветер дует со спины. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Сейчас костер разожгу и буду делать таган уже. Для того, чтобы пожарить яичницу, сварить картошечку. Давай, давай, разжигайся. Ну вот, в принципе, процесс пошел. Дрова трещат, сырые. Хвойных у меня здесь нет, здесь в основном ива, верба.
И это самое, как он там, черемуха. Ну, как говорится, что попалось под руку. Все, кстати, валежники. Это ничего свежего здесь рубленого нет. Она мокрая сама по себе. Ну вот, понеслась. Вот такая вот у меня получается турбопирамида. Ну вот по огню видно, видите, какая тяга хорошая. Ветра нет, и очень хорошо видно, какая вот тяга снизу. Вот. Кстати, я все-таки нашел определение, русское определение вот этим ямкам, вот этому кроссроуд, так называемый, перекресток. Земляное поддувало более правильнее будет. Ну вот, в принципе, и все. Костер разжегся. Без бензину, без керосину, как есть. Здесь только подкидывать дрова. Толстая вот эта подушка, которую я здесь сделал, вот эту пирамиду, просто она мне даст возможность дольше не подкладывать. То есть будет тяга, получается такая как бы, ну, колосник. Деревянный колосник получился, как в печке колосник. Так вот здесь вот у меня деревянный колосник. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока. Просто мне сейчас не подойти под камеру, не подсесть туда поближе. Вот. Всем удачи, всем пока. Вот такая вот она, костер, турбопирамида. Ну так я его и делаю. Еще раз всем спасибо за внимание, кто досмотрел. Всем удачи и пока. Попытался подробно объяснить.